Всем привет! Это проект Power Device, и здесь мы прокачиваем наши Android телефоны. На этом канале выходило такое видео, где я показывал, как улучшить клавиатуру Gboard, то есть стандартную клавиатуру от Google. Что в ней улучшалось? Во-первых, появляется вот такой плавающий символ G, то есть Google. Во-вторых, на старую клавиатуру невозможно было применять вот такие шрифты, которые вы скачиваете из магазина тем Xiaomi. А вот новая улучшенная клавиатура поддерживает такие шрифты, английские и русские. Но русские шрифты нужно подбирать, она поддерживает не все. Также в новой версии заявлена улучшенная производительность и стабильность. Так вот, в прошлом видео я показывал, как установить такую клавиатуру, но она потом сама обновилась у многих пользователей, и все эти настройки слетели. Сейчас же появился способ, как снова установить такую клавиатуру, в которой есть все эти функции, описанные выше. Сразу отмечу, что процедура подойдет на телефоны Xiaomi, Redmi и Poco, но на самых бюджетных телефонах, возможно, это не будет работать. Нужно тестировать. Например, на моем Redmi Note 13 Pro Plus это без проблем работает, как вы уже видели. Так же, как и на моем Redmi Note 10 Pro. Итак, приступаем к установке. Должен отметить, что эта клавиатура вытащена из флагманских устройств с новейшими версиями Android. Установить ее несложно, просто смотрите ролик до самого конца. В первую очередь в моем телеграм-канале вам нужно скачать вот такие два файла. Это новая версия клавиатуры Gboard, и второй файл – это бэкап. После того, как вы скачали эти файлы, можете поместить их в отдельную папку, если вам это будет нужно. Просто для меня так удобнее. Нажимаем на файл в архиве zip. Извлечь в текущую папку. Появляется такая папка. Мы ее открываем, All Backup. И вот эту папку нам нужно переместить. Удерживаем на ней «Переместить». Заходим в корневой раздел смартфона. Если что, нажимайте стрелку назад, чтобы в него попасть. Здесь нам нужна папка MIUI. Вот она. Backup. All Backup. И нажимаем сюда «Переместить». Вот она, эта папка. В ней должны лежать вот такие два файла. Далее идем в настройки, приложения, все приложения, три точки «Показать системные приложения». В поиске нажимаем Gboard, открываем это приложение. Это и есть Google клавиатура. Внизу удалить обновление. Окей. Не волнуйтесь, никакие важные настройки при этом не слетят. Теперь моя клавиатура выглядит так, совсем по-простому, и это старая версия. Осталось дело за малым. Далее нам понадобится установить саму клавиатуру Gboard, которую вы скачали у меня в Telegram. Но если вы обратили внимание, то файл здесь подписан как APKM, а не просто APK. Его нужно установить через специальную программу. Для того, чтобы установить этот файл, вам понадобится приложение MT Manager. После всех установок это приложение, конечно же, можно удалить. Ссылку на это приложение вы также найдете внизу в описании под этим роликом. Скачать вы его сможете в моем Telegram. Не забудьте подписаться на мой Telegram, здесь я выкладываю много полезного и интересного. Например, в одном из прошлых видео с помощью MT Manager я показывал, как очистить свой телефон от мусора с Android 12, 13 и 14. Данный ролик есть на моем канале. Итак, MT Manager мы скачали и открыли. Здесь нажимаем «Принять». Если просит обновиться, нажимаем «Пропустить». Это окно нам также не нужно. В этой строке находим те файлы, которые вы у меня скачивали. Вот она, клавиатура Gboard, файл APKM. Нажимаем на него. Установить. Окей. Обновить. Открыть не нажимаем, все это можно закрыть. Теперь идем в настройки. О телефоне. Резервирование и восстановление. Мобильное устройство. Сверху восстановление. Если у вас здесь несколько строчек, то нам нужно найти именно с Gboard. Вот она. Именно этот файл мы сюда и переносили в начале видео. Нажимаем «Восстановить». Завершить. Теперь идем в настройки. Открываем клавиатуру. У вас должна появиться обновленная клавиатура. Дальше еще будут важные действия и что нужно сделать в первую очередь. Меняем язык на русский, нажимаем вот сюда. Изменить размер. Растягиваем клавиатуру чуть выше. Вот так. Так намного удобнее. Далее также, если у вас Android 14 и флагманский смартфон,
то еще раз нажимаем вот сюда. Здесь вместе с этой клавиатурой у вас появится новая функция, с помощью которой напечатанный текст можно переносить практически в любые документы. К сожалению, на моем телефоне ее нет, так что я не могу показать ее вам. Также я захожу вот в эти настройки, нажимаю плюс «Моя тема», здесь добавляю вот такую обоину, вы можете добавить свою. Далее. Готово. Теперь смотрите, например, я поменяю язык на английский. Иду в темы Xiaomi, шрифты, к примеру, поставлю вот этот шрифт, применить. Теперь в данной клавиатуре все английские шрифты у нас могут применяться из магазина тем. Посмотрите, вот они. К сожалению, как я говорил ранее, в этой клавиатуре поддерживаются далеко не все русские шрифты. Но, например, Comforta Light, вот этот шрифт, поддерживается. Можете его скачать и попробовать. Нажимаю на него «Применить». Конечно же, в русской раскладке поддерживается не только этот шрифт, просто их нужно искать и подбирать. Открываю клавиатуру, именно этот шрифт я вам и показывал в ролике, вот он. В общем-то, если вы хотите, чтобы я подобрал для вас шрифты, которые подходят к русской раскладке, пишите об этом в комментариях. Также теперь очень важно, друзья, чтобы эта клавиатура у вас не слетала, зайдите в Play Market, поиск. В поиске пишем Gboard. Если просит обновить, лучше не надо, а то те настройки могут слететь. Далее нажимаем 3 точки и отключаем автообновление. Тогда наша новая клавиатура точно не слетит. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на этот канал, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.